Привет, Арми. Вы когда-нибудь видели кого-то, кто, даже не говоря ни слова, просто стоя рядом, замирает? Того, кому не нужны споры, не нужны уловки, потому что он сам по себе нечто особенное. Сегодня это случилось снова. И весь фандом BTS, без исключения, почувствовал это в один и тот же момент. Интернет вспыхнул. Социальные сети рухнули. Алгоритмы полностью изменились. И причиной было всего одно имя. Ким Тэхён. Не только из-за его внешности. Не только из-за его ауры. Но и из-за его уникальной способности сочетать искусство, роскошь и обаяние в единой личности, которую никто не сможет заменить. Тэхён возвращается в качестве амбассадора бренда Paradise City, первого в Корее роскошного курорта, объединяющего отели, искусство, развлечения, отдых и роскошь в одном месте мечты. И как всегда, Тэхён никогда ничего не делает вполсилы. Он пришел не просто стать амбассадором. Он пришел переосмыслить стандарты амбассадоров бренда. Paradise City выпустили рекламный ролик Тэхёна. За считанные секунды, ни минуты, ни часы весь интернет взорвался. Хештеги взлетели до небес. Вовлеченность взлетела до небес. Ленты новостей заполнились. Поклонники, СМИ, другие бренды, даже не фанаты не могли этого отрицать. Тэхён не просто идеально подходил для люксового бренда, он был его воплощением. Его внешность невозможно описать словами. Элегантный, но смелый. Спокойный, но убийственный. Дорогой не из-за одежды, а из-за его собственной ауры. Харизма, которую невозможно подражать, которой невозможно научиться. Вся обстановка курорта была похожа на фильм, снятый для одного главного героя. Ким Тэхёна. Но Арми что-то знали. И фандом взорвался не только от роскоши видео. Что потрясло всех до глубины души, так это. Это был не первый раз Тэхёна в Paradise City. Первый раз был после Art Night. И в тот раз Тэхён пришел не один. Он пришел с Чингуком. Двое мужчин, один балкон, льющаяся музыка, искренний смех. И они вдвоем танцевали, словно весь мир принадлежал им. Не было никакой откровенной романтической сцены. Никакого признания в любви. Но любой, кто когда-либо был влюблен, прекрасно знает. Этот момент был необыкновенным. Поэтому, когда фанаты поняли, что Тэхён вернулся в Paradise City один, чтобы выпустить свое посольское видео, фандом сразу же вспыхнул. Он словно вернулся в место, которое имело смысл. Место, которое хранило воспоминания. Место, которое говорило о чувствах, которые не были выражены, но которые чувствовались. А потом буря разразилась. Paradise City выпустили танцевальное видео Тэхёна. Не просто танец, а танец с энергией и стилем, который армии узнали с первого взгляда. Его движение тела, его ритм, его уверенность. То, как он смотрел в камеру, то, как он играл с битом. Все было таким. Чингуком. Арми поняли сразу, без споров, без долгих теорий. Тэхён танцевал не только телом, но и воспоминаниями. С чувством. И дело было не только в танце. Костюм, пропорции силуэта, атмосфера. Все это было словно дань уважения кому-то. Не нужно называть имен. Потому что каждая армия уже знала. Затем наступила вторая буря, более сильная, более душераздирающая, более эмоциональная. В эксклюзивном интервью Айзмек Тэхёну задали простой вопрос. Если между вами и Paradise City есть сходство, то какое? И почему у вас такая хорошая энергетика? Тэхён улыбнулся. Не обычной улыбкой, а улыбкой человека, скрывающего нечто прекрасное. И взглядом, который бывает только у влюбленного человека, он ответил. Просто смотреть на нее потрясающе, не правда ли? Это неоспоримо. Поразительно, но в то же время восхитительно.
Чем больше узнаешь ее, тем более пленительной она становится. Думаю, это, наверное, то, что у нее общего со мной. И вся эта энергетика исходит от любви. С нетерпением жду возможности увидеть меня с разных сторон. Интервью закончилось. В комнате повисла тишина, хотя все говорили. Потому что армия знает. Это не стандартный ответ. Это не безопасный ответ для амбассадора бренда. Это не шаблонный ответ, подготовленный руководством. Это ответ, рожденный чувствами. Его фразы слишком конкретны. Слишком полны восхищения. Слишком личны. Он словно разговаривает с кем-то, а не с камерой. С кем-то, кого он уже видел, и каждый раз влюбляется заново. С кем-то ярким, волнующим, и чем больше он узнает, тем более пленительным становится. И вся эта энергия направлена через любовь. Кто же еще, если не Чингук? Если собрать все кусочки этой головоломки воедино. Тэхён возвращается в Парадиси-Сити, место, куда он раньше ходил с Чингуком. Парадиси-Сити выпустили видео, где Тэхён танцует с энергией, стилем и аурой Чингука. Его наряд и взгляд отражают кого-то. Он говорил об энергии любви, слишком эмоционально для типичного интервью. Поэтому его послание было ясным. Я вернулся в то место с теми же чувствами. Я все еще чувствую себя тем же человеком. Настоящую любовь не нужно объявлять. Ее просто чувствуют. Даже без слов мир знает. Арми, прежде чем мы закончим это видео, запомни одно. Мир может меняться. У людей может быть свое мнение. Слухи могут появляться и исчезать. Но есть кое-что, что невозможно подделать. То, как кто-то смотрит на любимого человека. То, как кто-то скучает по нему, не говоря слова «скучаю». То, как кто-то проявляет любовь, не словами, а делами. И Тэхён сказал это по-своему. Можно сделать вывод, что в конце концов, никто не может отрицать одно. Тэхён не просто амбассадор бренда. Он носитель историй. Он хранит воспоминания. Он хранит чувства, которые даже без слов могут говорить громче всех. Парадиси-Сити – это не просто роскошный курорт, это эмоциональная среда, которая связывает прошлое, настоящее и что-то глубоко личное для Тэхёна. Все эти детали, одно и то же место, одна и та же атмосфера, энергия танца, стиль одежды и полные любви ответы в интервью слишком идеально совпадают, чтобы быть совпадением. Тэхён не указывает пальцем, не называет имен, ничего не объясняет. Но каждый жест, каждый взгляд, каждый творческий выбор ощущаются как аккуратно написанное послание, которое могут прочитать только те, кто действительно внимательно его слушает. Для армии. Дело не в теории, не в доказательстве того, кто прав, а кто нет. Дело в том, чтобы распознать настоящее, когда мы его видим. Мы следили за жизнью Тэхёна годами и точно знаем, когда он работает, когда он проявляет творческий подход, а когда он любит. И в этот раз все получилось так ясно. И, возможно, в этом и суть. Что любовь не всегда требует слов. Что тоска часто выражается, казалось бы, простыми поступками. Что не нужно обниматься или называть имя, чтобы рассказать миру, о ком ты думаешь. Тэхён просто делает то, что делает. И весь мир это чувствует. Арми, прежде чем это видео закончится, есть одна вещь, которую мы все должны помнить. Тэхён может стоять один перед камерой, но весь мир знает, что он не одинок в своих чувствах. Когда что-то напоминает ему о Чингуке, когда энергия Чингука исходит от него, когда место, его стиль и язык тела, кажется, пробуждают воспоминания, вот тогда чувствуется Тэхён. Не с признанием, а с честностью чувств. Так что оставайтесь с нами, арми. Потому что каждый проект Тэхёна, каждое выступление Чингука, каждый их шаг, будь то близкие или далекие друг от друга, всегда оставляет после себя маленький кусочек, который в конечном итоге находит друг друга.
Арми, если вы чувствуете связь между Тэхёном и Чингуком так же сильно, как мы обсуждали сегодня, ставьте лайк, подписывайтесь и включайте колокольчик, потому что эта история еще не закончена. Еще так много кусочков нужно соединить, и мы соединим их все, одну за другой. Увидимся в следующем видео. Спасибо, Арми.